Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, в основе этого ритуала лежит очень древняя техника, хотя ритуал мой, но созданный на основе более древней техники ритуальной магии. Вы знаете, есть подобная работа, старинная, подобная, не одинаковая, но она направлена на расставание людей или на то, чтобы они не встречались никогда. Ну, что-то вроде отсушки, но отсушка, остуда, по-разному их называют. И я как-то на этой основе, создав для себя работу, провела для другой проблемы. И вы знаете, оно сработало. И после этого я усовершенствовала, улучшила. И хочу вам подарить эту работу. Там для того, чтобы разбить пару и развести. Но вот эту технику можно использовать, схожую технику, для другой проблемы. Для того, чтобы избежать разборки, разбирательства, суда, допроса, проверок и прочее, прочее. Все люди, которые занимаются своей работой, которые на себя работают, они сталкивались не раз и с кляузами, и с стукачеством, и просто с чиновничьим беспределом. А если там сидят, например, люди малодушные и мелкомстительные, то тогда намного тяжелее и труднее избежать вот подобных неприятных ситуаций. Но если вы несколько раз проведете этот ритуал, то от вас отстанут. Здесь я называю казенных людей. Одно время вообще казенный люд так называли крестьян, крепостных, которые принадлежали, то есть они были государственные крестьяне, да, именно царские. Но потом, после отмены крепостного права, через некоторое время казенными людьми начали называть чиновников разных мастей. Ну, туда относим от паспортного стола в данный момент до суда, полиции и прочее. Это все казенный народ, чиновники. Конечно, среди чиновников есть хорошие люди и не очень, как и среди всех людей, всех профессий. Но в любом случае, поскольку это народ, который уполномочен, имеет право применять свою власть, и не всегда бывает, что законно применять. Естественно, с ними бороться намного тяжелее и труднее бывает, чем если бы эта борьба была с обычным человеком. Итак, что нужно делать для этого? Нужно вырезать фигурку из бумаги. Вырезали раньше из бересты. Может быть, там картон, более такая жесткий материал. Раньше вырезали из бересты, как правило. Пишем здесь, например, я написала, чиновники, суд. Вы можете написать следователь, дознаватель, не знаю, что там, полиция, участковый, кто вас волнует. Вот так написать по списку. Но учтите, что вам нужно будет назвать основных людей, которые вам досаждают. Может, приставы, может быть, следователь, может, кто. В общем, в данный момент, что у вас в жизни происходит.
Я вам скажу, если абсолютно встреча неизбежна в любом случае, то хватка их ослабеет. Они от вас в любом случае все равно отстанут и очень быстро. Проводите это вечером, вырезайте, пишите, несколько таких основных объектов заклинания. Зажигайте на свече, кидайте туда. Пока горит, читайте еще сверху, читайте 6 раз. Потом пепел либо смывайте в унитаз или куда-нибудь в проточную воду, под эту воду, чтобы она унесла. Либо нужно закопать вне дома. Но я думаю, отдать в воде намного удобнее. Но ни в коем случае не выкидывать в мусор, не выкинуть в окно, то есть не отправить во Вселенную это все. Это должно либо в воде, либо в земле остаться. Один раз провели, они немного ослабили хватку. Второй раз еще ослабили. И в скором времени вы заметите, что они от вас отстанут. Итак, давайте-ка я, наверное, вот так сделаем сначала, чтобы так удобнее было. Вот я ее сожгу сюда, вот здесь. Чуть-чуть отодвинем. Вот так вот. Ой. Ну, вот еще. Куда ты собрался? Спокойно. Вот. Но вам нужно в процессе сжигания читать. Так мне сейчас неудобно, потому я вот провела как удобно. Утром солнце встает над миром. Красное солнце венчает небосвод. Освещает мир и греет народ. А ночью луна выходит на небо. Холодная и нежная луна безмятежная. И никогда они не встречаются. Вместе разом нам не являются. Солнце светит днем, а ночью луна. Так мирозданием заведено. Как солнце и луна не встречаются, так и казенные люди пусть мне не встретятся. Они у себя, а я у себя. Никогда нам не видеться и общих дел не иметь. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Заклинаю. Здесь играет роль догмат, истина. Солнце и луна на самом деле не встречаются. Точно так же, как сказано, например, мертвый не встает и в дом не возвращается, так там и вот это не случается. Неоспоримая истина, которая как бы очевидна. То, что вечером мы видим луну на небосводе, когда солнце еще не ушло, это совершенно иное. Солнце уже уступает. Солнце не яркое, не в зените. Когда солнце поднимается в зенит, время царствования солнца, луны нет. В реальности, конечно, в космосе они все в одном месте, но в том качестве, в котором человечество знает эти явления, солнце светит днем, луна ночью, они не встречаются. Значит, и вы с казенными людьми, с чиновниками, судьями не должны встретиться. А если даже встретитесь, у вас не будет общих дел. То есть оно либо смягчит, либо остановит этот процесс, либо полностью уберет. Еще раз. Утром солнце встает над миром. Красное солнце венчает небосвод, освещает мир и греет народ. А ночью луна выходит на небо. Холодная и нежная луна безмятежная. И никогда они не встречаются, вместе разом нам не являются. Солнце светит днем, а ночью луна. Так мирозданием заведено. Как солнце и луна не встречаются, так и казенные люди, здесь можете сами назвать, пусть мне не встретятся. Они у себя, а я у себя. Никогда нам не видеться и общих дел не иметь. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Заклинаю.
Еще раз повторяю, такие работы проводит человек для себя. Никто за него не имеет права проводить, чтобы лишних вопросов не задавали. Еще раз. Утром солнце встает над миром. Красное солнце венчает небосвод, освещает мир и греет народ. А ночью луна выходит на небо. Холодная и нежная луна безмятежная. И никогда они не встречаются. Вместе разом нам не являются. Солнце светит днем, а ночью луна. Так мирозданием заведено. Как солнце и луна не встречаются, так и казенные люди пусть мне не встретятся. Они у себя, а я у себя. Никогда нам не видеться и общих дел не иметь. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Заклинаю. Еще раз напоминаю, 6 раз читайте, пока горит, и сверху полностью должно получить 6 раз получиться. Потом либо смывайте, либо выносите пепел и закапываете в землю. Но я думаю, что смыть намного удобнее. Через некоторое время они от вас отстанут. Желаю вам удачи.